Всем привет, с вами Евгения Каландина. Я приготовила для вас новый мастер-класс. Предлагаю вам связать вот такие прихваточки фрукты. Они, конечно же, больше носят декоративную функцию. Можно ставить под горячие кружечки, когда пьешь чай, кофе в наши долгие зимние холодные вечера. И немного подустала от этой новогодней суеты. Хочется чего-то яркого, весеннего. Также эти прихваточки можно использовать в игре деткам. Все эти прихватки вяжутся одинаково. Единственное, что мы меняем цвет нити, и получаются разные фрукты. Вот это киви у меня, арбуз и лимон. Всего мы будем вязать 6 рядов столбиками с одним накидом и в конце петелечку. Когда связали арбузик и киви, мы делаем вышивку, вышиваем черной нитью косточки. Когда вяжем лимончик, апельсинчик, то будем ниточками дольки в разрезе будем показывать. Для мастер-класса нам потребуется немного белой пряжи, совсем немного. Как оказалось, у меня дома 4 вида оранжевой пряжи, но нет ни одного цвета такого, как у апельсинчика. Поэтому я взяла вот такие остаточки у меня были. Даже не помню, какая пряжа. Цвет, конечно, больше похож на грейпфрут, но будет, значит, грейпфрут. Из инструментов нам потребуются ножницы, толстая иголка и крючок номер 2. Эта ниточка оранжевая, она очень тонкая, поэтому я буду ее вязать в 2 нити. Для этих прихваток можно использовать разные остаточки, потому что пряжи уходит совсем немножко. Делаем 3 воздушные петельки. В дальнюю петлю провязываем 11 столбиков с одним накидом. Первые петли подъемные, они у нас будут считаться за первый столбик. Первый столбик с одним накидом провязываем. Второй столбик провязываем, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 столбик с одним накидом и 11. Считаем с первыми петлями подъема, получается всего 12 столбиков в этом ряду. Этот ряд у нас заканчивается. Делаем соединительную петлю и 3 воздушных петли подъема. 3 воздушные петли подъема считаются первым столбиком. Теперь мы вяжем с прибавкой. Получается, сюда же вяжем второй столбик, следующую петлю 2 столбика, третий и четвертый, следующую петлю 5 столбик и 6. Так мы с вами вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 24 столбика с одним накидом. Каждый ряд до конца я показывать не буду, потому что они вяжутся без изменений. В конце ряда проверяйте количество петель, я вам их обязательно назову. Довязываем последние 2 столбика в этом ряду. Проверяем количество столбиков, их должно быть 24. Делаем соединительную петлю и начинаем вязать третий ряд. Снова 3 петли подъема. Теперь мы будем делать прибавку через петлю. 1 столбик провязываем, в следующую петлю прибавка. Снова провязываем 1 столбик, в следующую петлю снова прибавочка. Так мы вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 36 столбиков с одним накидом. Довязали этот ряд, делаем соединительную петлю и 3 петли подъема. Это у нас первый столбик. В следующую петлю мы провязываем второй столбик с одним накидом. В третью петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Это наша прибавочка. Прибавку будем делать до конца ряда в каждую третью петлю. Снова провязываем 1 столбик. В следующую петлю снова 1. В третью прибавка 2 столбика с одним накидом. Так мы будем вязать до конца ряда. В конце ряда 48 столбиков с накидом. Довязали 4-й ряд. Теперь нам нужно поменять нить на белую. Нить мы обрезаем, привязываем белую. Только после этого мы с вами закрываем ряд, делаем соединительную петлю. Если мы делаем таким образом, то ряд у нас будет ровным. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема, это наш первый столбик. Дальше мы продолжаем вязать с прибавками.
Во вторую петлю мы провязываем 1 столбик с накидом. В третью 1 столбик с накидом. В четвертую вяжем прибавку. Провязываем 2 столбика с накидом. В пятую петлю снова вяжем 1 столбик. В шестую 1. В седьмую 1. В восьмую снова провязываем 2 столбика с накидом. Так мы будем делать прибавочки до конца ряда в каждую четвертую петлю. В конце этого ряда у нас получится 60 столбиков с накидом. Их вы провязываете сами и дальше снова будем вязать вместе. Провязали этот ряд, нам снова нужно сменить нить. Ниточку обрезаем, меняем на оранжевую. Делаем 2-3 узелочка, хвостики также прячем между столбиками с накидом. Ниточку сменили, только после этого заканчиваем ряд. Делаем соединительную петлю. Видите, у нас переход получается аккуратный. Первый наш столбик 3 воздушные петли подъема. Во вторую петлю провязываем столбик с накидом. В третью петлю провязываем столбик. В четвертую, в пятую вяжем прибавку 2 столбика. В шестую петлю 1, в седьмую 1, в восьмую 1, в девятую снова 1 столбик, в десятую делаем прибавочку, вывязываем 2 столбика. Так вы провязываете до конца ряда сами. Довязали этот ряд у нас шестой, он последний. Делаем соединительную петлю и цепочку из 10 воздушных петель. Пропускаем 2-3 столбика и снова соединительную петлю. Ниточку обрезаем, закрепляем. Хвостики можно сразу подшить или спрятать их в другие столбики. Вы видите, как я закрепляю. Хвостики я закрепила, и еще вот здесь в одном месте, когда меняла ниточку, надо было сразу хвостики спрятать между столбиками, этого не сделала, поэтому делаю сейчас. Длинные ниточки мы обрезаем. Вот что у нас получилось, такая прихваточка. Нам осталось только сделать дольки у апельсина, у грейпфрута нашего, у лимончика точно так же мы делаем. Берем белую нить и начинаем вышивать. Чтобы было удобно, вышиваете сразу, примерно делите на четвертинки и четвертинку еще пополам. Так мы вышиваем до конца. У нас получается 8 долек. Ниточку с изнанки мы закрепляем, обрезаем. Вот такая прихваточка у нас получилась. Если она у вас будет сильно скручиваться, сначала ее намочите и на ровной поверхности высушите. Тогда будет держать ровную форму. В общем, я хочу подарить всем такого весеннего настроения, яркого. Пусть на вашей кухне будут такие украшения. На кухне вашей, может быть, на игрушечной кухне вашего ребенка. Всем спасибо за внимание. Не забудьте оценить мое видео, ставьте лайки. Еще на главной страничке моего канала я добавила кнопки прямые на мои соцсети. Жду от вас фотографий ваших работ по моим мастер-классам. Всем пока-пока, с вами была Евгения. Пока!